Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Ну и, конечно, главное событие спортивное, а может и не только спортивное, Олимпиада, 30-е Олимпийские игры, которые проходят в эти дни в Лондоне, все-таки заставила нас изменить своему любимому виду спорта, футболу. И сегодня мне хотелось бы поговорить о том, что происходит на аренах Олимпиады. В течение почти 6 дней единственным золотом, которое завоевала российская олимпийская команда, было 3 золотые медали, завоеванные представителями Кавказа в дзюдо. Сразу оговорюсь, что это были первые золотые медали вообще в новой истории России в этом виде спорта, в дзюдо. То есть в греко-римской борьбе, в вольной борьбе представители России побеждали довольно часто. Они там законодатели мод в этих видах спорта, а вот дзюдо никак не удавалось. Бронзовые медали, там серебряные были, а вот золото никак не удавалось завоевать. И вот сразу 3 золотых медали. Во-первых, обращает на себя внимание, что все 3 золотые медали завоевали представители Кавказа. То есть, по большому счету, именно кавказцы выступили такими застрельщиками. Будем надеяться, что их почин будет подхвачен, и золотые медали все-таки будут завоевываться и в других видах спорта, не только в единоборствах. Хотя, на самом деле, мы еще ожидаем побед обязательно в борцов, и в том числе и представителей Кавказа, и в греко-римской борьбе, и в вольной борьбе, и в боксе, тоже в таком виде единоборства, в котором представители Кавказа тоже сейчас играют очень заметную роль. Вообще, говоря о выступлении ребят на этих Олимпийских играх, складывается такое двойственное ощущение. Конечно, меня лично, моих товарищей, спортивных журналистов, причем вне зависимости от национальности, конечно, радуют победы. Тем более в единоборствах, тем более так, как, допустим, одержал Тагир Хайбулаев 3-ю золотую медаль, которую завоевал на глазах у президента. Сколько бы ни говорили люди о том, что политика и спорт должны быть разделены, но большой спорт всегда будет оставаться большой политикой. Вспомните историю дипломатических отношений, пинг-понговая дипломатия, так называемая, когда для того, чтобы установить нормальные отношения между США и Китаем, сначала поехали представители американской команды играть в настольный теннис с китайскими своими коллегами, а уже потом стали налаживать какие-то политический диалог. Поэтому спорт был, есть и будет большой политикой. Но как иначе расценить, когда Тагир завоевал золотую медаль на глазах у президента России, который сидел рядом с премьер-министром Великобритании, одержал великолепную, красивую победу. Ну, как не политика? Конечно, политика. Как бы этого, может быть, не хотелось. Но вот эти ребята сейчас часть политики, часть имиджа России, которые завоевывают эти золотые медали, они путем тренировок, своего желания, своих каких-то волевых качеств и так далее, делают большое дело для имиджа России. И в то же время, в это же время, иногда внутри страны очень часто слышатся разговоры вплоть до того, что Кавказ надо отделить, кавказские народы надо поставить им какой-то заслон в каких-то регионах и так далее, что где-то их слишком много, где-то их слишком они навязчивые и так далее. Вы знаете, для всех граждан России, все люди, которые являются гражданами России, должны действовать одни и те же законы. Как на Олимпиаде, где всех ребят кавказцев, естественно, прежде всего называют россиянами. И это правильно. Они действительно россияне, они действительно борются за Россию, они действительно делают все для того, чтобы прозвучал гимн страны, для того, чтобы поднялся флаг выше всех страны российские. И поэтому и правильно называют россиянами. Только очень бы хотелось, чтобы потом, когда они возвращаются с Олимпиады, и они не оказывались людьми второго сорта, чтобы они не оказывались людьми, чьих родственников, друзей, может быть, или просто людей, которые с одинаковым окончанием считали нежелательными в каком-то регионе. Есть законы.
Если кто-то нарушает законы, он должен отвечать по закону. Если кто-то нарушает законы миграционные, значит, он должен отвечать по закону. Но законы должны быть для граждан одной страны одни, иначе мы уже не страна. Если есть люди первого сорта и второго, ну почему на Олимпиаде все одинаковы? Перед законами, перед спортивными правилами и так далее. Мне кажется, что это настолько очевидные вещи, что вот сейчас здесь в студии об этом говорить даже как-то неудобно. Но, к сожалению, каждый раз приходится. Я думаю, что на этой Олимпиаде еще не раз ребята, которые выходцы с Северного Кавказа, которые часто очень, кстати, борются там, за питерские спортивные клубы, за другие регионы нашей страны, еще не раз заставят организаторов поднять флаг России и сыграть гимн России. Но мне очень хотелось бы, когда Олимпиада закончится, чтобы все, кто сейчас радуется этим медалям, этим победам, не забывали о том, что люди с Кавказа — это прежде всего трудолюбивые, сильные духом, с хорошими и правильными традициями, а не преступники, не те, кто нарушают правила, не те, кто ведут себя вызывающе иногда на улицах городов. Есть и второе, безусловно, но не они представляют кавказские народы. И эта Олимпиада, на мой взгляд, еще раз подчеркивает, что люди с Кавказа и кавказские народы — это абсолютная составляющая часть большой могучей страны, да, которую они и представляют на этой Олимпиаде в том числе. Не хочу делать разницы, не хочу выделять по национальному признаку. Это вообще, на мой взгляд, не очень правильно. Но, к сожалению, вот то, что происходит сейчас, вынуждает это делать. Надеюсь, больше к этой теме не возвращаться. В следующей части нашей программы мы поговорим о нашем любимом футболе и о том, как прошел третий тур российской премьер-лиги.